Поехали. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Игишев Олег Викторович. Дата вашего рождения? 04.07.1966 года. Где вы родились Я родился в городе Хабаровске и проживаете и там? проживаю тут. Да. Это добровольная беседа. Даете вы согласие на запись и ее публикацию? Да, конечно. Понятно, спасибо. Расскажите, сколько вам полных лет? Мне 56. 56 лет. Что вас в 56 лет побудило прийти в Украину воевать? Ну, скажем так, немножко, благодаря нашей, скажем так, пропаганде, не столько на территории Украины, сколько на территории Луганской и Донецкой республик. Потому что они у нас считаются как Россией признанные, как независимые. Угу. Вот. Скажем так, сподвигло то, что нас призывают по возможности всех помочь, чтобы установить мир в этих республиках. Понял. А какая именно пропаганда и как она проявляет себя? В основном телевизор, да, больше всего своим. Телевизор. В интернете вы не интернет. сидите? В интернете я особо А не что по пользуюсь. телевизору, какие передачи вы смотрите и что там рассказывают? Обязательно новости, вести. Так. Каждый так. вечер? Почему? Там в течение дня бывает, допустим. Понял. И Скобеева, там, вечером Соловьев? тоже. Скобеева, Соловьева, они там уже, если честно, перегружают. Перегружают даже Да. так? Ну и что он там по телевизору вещают? Что мы вроде как победы одерживали, все. Это осталось еще немного, осталось помочь, чтобы все это дело закончилось, скажем так, война. Боевые действия. Когда вы зашли в Украину? 1 сентября. И когда Этого попали года. в плен? И где-то ориентировочно числа 10. Вам все эти полгода, по сути, 1 сентября, полгода уже идет полноценная война, тысячи убитых солдат, точнее на сегодня уже там 54 тысячи. И вам там все время по телевизору рассказывают, что все хорошо, все замечательно? Да. А зачем тогда призывали послужить, если все замечательно, хорошо? Мотивируя тем, что не хватает людей. Но дело в том, что когда озвучивают, допустим, потери ВСУ, наши потери отечественные не озвучивают вообще. Сколько озвучивают потери ВСУ? Сейчас определенно в тысячах. Последнее число, которое вы человек. помните по телевизору, что вам вещали? Что-то 30, по-моему, 30 с лишним тысяч. 30 с лишним тысяч. Да. Тысяч. Хорошо. Да. А ваших потерь не озвучивают? Наши вообще никакие. Ни танки, ни самолеты, ни людей. А, То есть вообще Какое у вас образование? среднее техническое. Среднее техническое. Вы уже взрослый человек, старше меня на 20 лет. На 15. Вопрос в следующем. Вы как взрослый человек и опытный можете для себя просто сложить простую вещь, что если полгода что-то не получается, Да. и вас призывают, значит что-то не так? Дело в том, что не призвали, получается, я как. Не, мы сейчас... Да. Я Интересна понял, ваша да. логика. Вот мне и самому, скажем так, стало очень не особо понятно, почему мы не можем в течение такого времени справиться. Я решил, собственно говоря, своими глазами. У нас есть целая категория военнопленных, которые решили проверить своими глазами. Да, и убедиться. То есть В интернете для вы не себя видели, правду что происходит? составить. А в интернете вы не видели, что происходит? Да, собственно говоря, интернетом особо не пользуюсь. Не пользуетесь интернетом. Расскажите, как вы пришли в военкомат и как вы попали в Украину? Значит, в военкомат я пришел. По телевизору, опять же, была реклама, что приморский батальон «Тигр» там набирает людей. И по возрасту, собственно говоря, они набирали до 60 лет. То есть, если у нас в Хабаровске там не было такого, что там такой информации, что это старше 50 лет уже вроде как не брали никого. Не брали. То туда набирали до 60 лет. И, собственно говоря, я поехал в военкомат, спросил, говорю, как записаться в «Тигр» можно? Нельзя? Я говорю, а зачем тебе «Тигр»? У нас здесь в Хабаровске тоже добровольцев записывают. Опять же, без возрастных ограничений, то есть до 60. Угу. Хорошо, говорю, водители вам нужны?
принципе. Да, очень даже нужны. Кем вы на гражданке работали? Ну, в последнее время водитель-экспедитор. Сколько вы зарабатывали? 35 тысяч рублей. Сколько вам пообещали на войне? Там пообещали 200 тысяч в месяц. 200. Это огромные деньги, конечно. И я еще плюс, ну, скажем так, подумал, что я еще могу материальные свои вопросы закрыть, ну, чтобы в дальнейшем. Насколько вы контракт подписали? На 3 месяца. На 3 месяца. Да, то есть это на всю, скажем так, старость оставшуюся. До пенсии. Я так считаю, что хватило. Решить Ну, сходить на 3 месяца, получить 600 тысяч, по сути, это сумма денег, которую вы будете зарабатывать 2 года. всё. Ну да, да. Понятно. Что вам рассказывали про помощь ЛДНР? Зачем сюда ехать? Просто у вас сейчас версия меняется. Вначале вы говорили, что вы идейный за ЛДНР, а сейчас мы пришли к тому, что вы приехали сюда как наемник за бабки. Нет, ну, собственно говоря, Чего больше? Идейности я поеду защищать или за деньгами? Нет, сначала идейность была. В первую очередь идейность. Идейность. Хорошо. Что вы знаете про ЛДНР? Если вы ехали их защищать, вы, значит, знаете идею, знаете, кто сейчас недопрезидент или как это говорится? Я вот двоих товарищей, Недоглава. Кто сейчас в ЛНР? двоих товарищей знал, Басурина и Пушилина. Басурин и Пушилин. Басурин это действующий или? Да, это какой-то спикер. Угу. Ну, он так регулярно выступает, по-моему, в Донецкой области. Кто до них был? Алкаташе. Алкаташе? Да. Кто до них был? Ну, вот помню, Захарченко был Да. такой товарищ, да. Стрелков был такого О, помню, товарищ. а что делал Стрелков? Ну, по-моему, главой какой-то был. Нет, это чистый, во-первых, где родился и кто по национальности Стрелков? Если честно, даже. Это рашист, полноценный из Российской Федерации, псевдовоенный, который пришел и захватывал. То есть он, начинал. получается, ставленник Российской Он Федерации. не ставленник, он полноценный бандит, который в 2014 году пришел и начал воевать. Кто такой Моторола? Моторола, это, насколько я помню, был командиром батальона. Да, откуда Какого-то он родом? Добровольческого. Да, откуда он родом? Ну, наверное, тоже россияне. Совершенно верно. А что они делали на территории независимого государства? Ну, устанавливали, скажем, порядок в Луганске и Донецке. Давайте мы пойдем где-нибудь там, например, в Ростове будем устанавливать свои порядки. Как это будет называться? Мы сейчас говорим про 2014 год. Ну да, да. Ну, как будет называться, если мы сейчас пойдем в Ростове, будем на площади? Агрессия будет называться. Агрессия. Ну, видите, как у нас не считается агрессией. Это считается, что это помощь свободным, независимым республикам, ну, независимость которой признана Россия. Так. Россия еще 4 страны. Да, да. А какие, знаете? Ну, КНДР. Нет. Китай не признал. Я не Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика. Ну, Ким Чен Ир. Ну, Северная Корея. Да, Не Северная. признала. Какая-то латинская, по-моему, страна. Да, какая? Ой, Венесуэла. Давайте, чтобы быть точным и оперировать фактами, и не вводить в заблуждение. Кто признал ЛДНР? Какие страны? Так, да. Сейчас, одну секунду, чтобы быть здоров. Не-не-не, там просто важно, мы же говорим про идейность. Мне же интересно, насколько... Ну, говорили, да, что нам рады тут. А по сути, получается, когда уже в плен попал, парни вот, военные ВСУ. Да. Да мы тебя сейчас на площадь выведем. Мы до этого дойдем. Мы предложим вам сходить
в город. Пойдете? Как? Мы вас можем отпустить на Он свободу. говорит, ты выйдешь, тебя просто убьют. Запинают мирное население. Ну, хорошо. Короче, там страны типа Никарагуа, еще какие-то, которых вы даже на карте не найдете, где они находятся. Я найду себе эту картинку, чтобы она была под боком. Никарагуа, ты знаешь, Латинская Америка. Прикольно. А почему никто другой не поддержал? Не признал из всего мира? Ну вот страны почему не признали? Почему-то вот Не, ну независимость... вы же должны знать, вы же за идею. Если все было... Независимость Косово, смотрите, признали, да? Все практически. А независимость вот этих маленьких республик почему-то нет. А почему? Не знаю. Давайте подумаем. А почему их не признали? Ну, потому что, опять же, Россия, допустим, воспротивилась. Почему Крым никто не признал? Крым чей? Ну, считается российский. Кем считается? Россией, Российской Федерации. А еще кто-то в мире признал Крым? Если честно, я не задавался таким вопросом. А почему вы все время задаетесь только теми вопросами, которые вам удобно? Чтобы оправдать зарабатывание денег, кровавых денег, через убийство людей, вы себе придумали псевдоидеологическую историю. Я иду защищать ЛДНР. Что вы делали в Харьковской области? Ну, если честно, я не знал, что деревня Белогоровка является частью. У вас удобная позиция. Там вы не знали, там вы не интересовались, там вы что-то вот не понимаете. Как с этим можно дальше беседовать и Не, я думал, разговаривать? это территория Луганской. А карту посмотреть. А где? Что делали российские войска в Киеве? Да в Киеве, в Смоле. Они разве там были? Были. Они, Были в по-моему, Киеве. Ну, был прорыв какой-то вот, Да. с февраля месяца, да? Да. Когда они на территорию Киевской области, да? Они в заходили. Киеве были на Оболоне. Переехали в гражданскую машину. На перестайке. На Берестейке тоже были. Что делали оккупационные войска в Киеве? Вот это я понять не могу, да. Ну, В Чернигове. Вот все понять могу, да? Вот про сейчас мы- ДНР, Не, ЛНР дело- могу. дело в том, А что вот да, да, что да. я делал в Харьковской области и что российский, вот это не могу, да? Ну, я не знал, что это территория А Харьковской почему вы области. не знали? Вы всегда, у вас у всех Потому очень, что, очень интересная позиция. Ну, то есть у меня однозначная позиция следующая. Никакой идеологии здесь точка нет, здесь тупо перед нами обычный классический наемник, который пришел зарабатывать деньги. Потому что если бы вы были идейным человеком, вы бы следили за всем конфликтом, вы бы знали, что происходило с 24 числа по день, когда вы попали в плен. Вы этого всего не делали. Вы Да. не знали, что был оккупирован Мариуполь. Да. Что нахрен делает РФ, которая пришла... Что вы делали в Мариуполе? Не конкретно вы, ваши войска. И делают сейчас. Там ЛНР, ДНР. Я думаю, что это юг, получается, это с ЛНР. Вы взрослый человек. А где вы служили? В Приморском крае. Вы знаете, есть области в Украине разные. Да, конечно. Есть Запорожская область. Запорожская. Что делают войска на территории Запорожской области? Харьковской изгнали. Киевской изгнали. Ну, по сути, это- Херсонская область. Ну, видите, как глаза открываете. Не, ну я же не буду открывать всем 140 миллионам обезьян глаза, потому что вам это Чем ты неудобно. обижаешь обезьян? Извините, пожалуйста, это товарищи обезьяны. Ну, вы у нас уже 400-й. Владимир, вы считаете это идейный человек или за бабки? Я не хочу оскорблять респондента, если я скажу правду. То какая может быть идея, если человек не знает ровным счетом ни хрена? Вот, я О ж про- какой идее ты Я можешь же про это и говорю, Он что... находится в области, не знает, в какой области он находится. Война идет полгода, он ничего о ней не знает. Не, Все, Алексей- что он знает, то, что ему сказали по телевизору, что надо людей защищать. Да. А эти люди вас просили вас защищать. Показывают, что просили. Что, Кто? Что- Как что показывали? Что рады. Все, что я могу сказать? Нет, Вот так- ему показали, вот. Ему показали картинку. Все, Вот он берут пошел интервью, убивать. допустим, у... Вам показали картинку, вы пошли убивать. Вы понимаете? Вам просто показали картинку по телевизору, вы пошли убивать людей. Вы понимаете?
Все, что еще мне о нем сказать? Ну, слава богу, я убивать никого не убил. Кто на этих фотографиях? Это моя жена и 2 внука. 2 внука. Мне сейчас покажут картинку, что вашего внука надо защищать. Я пойду и случайно кину туда ракету. Ваша жена и ваши дети и внуки все погибнут. Я буду сидеть перед вами и говорить, ну мне же показали, что их надо защищать. Как вы на меня отреагируете? Вот отзеркальте. Отзеркалим. Вот я, поэтому мне тяжело с вами уже общаться, потому что я смотрю и я не понимаю, вы вообще люди? Владимир, Или кто? займите место оператора. Да, ну, конечно, 600 тысяч внучка можно. А у вас дети есть? У меня 1 сын Где он? в Хабаровске. В Хабаровске? Не воюет хоть? Нет, конечно. Не собирается. Не собирается? Ваша жена как отнеслась к вашему решению? Ну, она сказала, ты мужчина взрослый. Я тебе ничего тут не могу сказать. Если ты надумал, решился. Ну, собственно говоря, она тоже под воздействием пропаганды находится. Если ты решил, А сын ваш? я даже не знаю, он отдельно живет просто. Мы так не общались настолько, что об этом разговаривали. Приехали вы в Украину какого числа? 1 сентября. Что было дальше? Дальше на территории завода нас расположили за городом Лисичанск. Лисичанск — это же ЛНР. Ну, на территории завода. Да. Вот. Ну, там тоже тренировались. Оружие разбирали, собирали. Там. Да. Медподготовкой медицинской. Перебинтовывать, там, жгуты накладывать. Стреляли из автомата? Тренировались? Ну, да, немножко постреляли. Ну, немножко сколько? Немножко Ну, там по обойме, грубо говоря. по магазину. Понятно. Дальше что было? Дальше где-то числа, я так, наверное, Сколько у вас 6. человек приехало? Привезли вас сюда? Ну, так, получается, была 1-я рота, 3-я рота. Ну, где-то человек около, может быть, 60 где-то так. Угу. И повезли вас потом куда? На позиции. Да. Потом по тревоге подняли рано, значит, поутру, затемно. Повезли на позиции. Сказали, вот, вы занимаете это место, другие там, это место. Сменили, значит, тех людей, которые там находились. Потому что их раньше нас вывели на позиции. Сказали, что будете находиться тут где-то дней 5, может быть 6. Вот. И сказали, возможно, прорыв в ВСУ. Это уже какие числа были? А? Это какое число было уже? Ну, число, наверное, 6. 6. У вас проблема со слухом или это контузия? Это проблема. То есть это до войны еще было? Это прижизненное, да. Как вас призывали в армию? Ну, как вы Дело в том, медкомиссию вы прошли? Нет, когда короткосрочников призывают, Да. короче говоря, к ним требования упрощенные. Да. Медкомиссию не надо проходить. Любое мясо пойдет. Да. Да. Вы осознанно ответили сейчас «да»? Ну, я Вы понял. поняли, что я Потому что спросил? в процессе, да, я уже понял, что мы оказались мясом. Понятно. Медкомиссию вы не проходили? Нет. Понятно. Да, стоите вы на позициях, что происходит? Ну, сказали наблюдать в таком-то секторе, что отсюда, возможно, пойдут наступать в ВСУ. Ну, Сколько человек у вас было на этой у нас позиции? было 8 человек с батальона, с Барса, и 2 человека ЛНРовцы. 8 человек? 10. 10 человек. Ну, да, все Барс это боевой армейский резерв? Нет. Или как Барс расшифровывается? Просто Барс, батальон, так называется. Ну, я Батальон Барс. вам докладываю, что это расшифровывается Барс. Боевой армейский резерв. Вы шли сюда как водитель? Что вам сказали в Ну, военкомате? в военкомате сказали, что водители, да, требуются. Вот. Я хочу понять, вы шли сюда изначально знали, что вы будете в пехоте? Нет. Так я же спрашиваю, что вам сказали, что вы будете делать на войне? Ну, то есть, когда вот на территории завода находились, Да, спрашивали, есть водители? да. Есть люди вышли, я не успел, Угу. скажем так. И меня назначили стрелком. Понял. В принципе, люди моего возраста там тоже находились, даже старше.
Старше? Да. Самый старый какой был? Самый старый, по-моему, 62 года. Это из РФ? Да. Как он, Ну, накачанный, наверное, спортивный такой весь? Да нет, почему? Или дедушка уже? 60. Дедушками выглядят, да. Они, допустим, 62 года. приготовлением пищи занимались. Ага, Так, понял. на подходе. Стоите вы в 10-ром. Какое у вас вооружение было? Стрелковые. То есть, Автоматы. автоматы, да. Автоматы, пулеметы, ПК. Сколько дней вы так простояли? Мы простояли 3 суток. 3 суток. Чем вы питались? Ну, нам привезли, во-первых, мы с собой везли сухпай. Угу. Ну, тушенку, галеты. Спрошу по-другому. Пищи хватало? Да. Еды Ну, готовить не готовили, там жидкое такое Понятно. не варили, Всё, но, хватало. по крайней мере, хватало. Да. БК у вас сколько было? БК, боекомплект. Сколько у вас магазинов Ну, у было? меня, допустим, был 1 пристегнутый к автомату и 3 в подсумке. Понял. У кого была разгрузка, у того больше было. Понял, хорошо. 9 опишите последний день. Вот от момента вы там проснулись и когда вот был бой и вы попали в плен. Ну, так. Короче говоря, получается, ну... Вы не помните дату? Не, дату конкретно я не помню. Неважно, Либо пусть- 9, либо 10. Пусть Нет, будет 9. возможно, да. Потому что потом еще бегали, потом нас держали пленных уже. Мгм. Да. Короче говоря, в это время были минометные обстрелы, артиллерийские. Да. Короче говоря, на позицию, ну, и дроны летали. С нашей стороны, конечно, дронов не было. Ну, были 200, скажем так. У вас. Да, но Из- не именно в нашем месте, где мы находились, Мгм. а в соседнем участке. Вот. Ну, поставили нам задачу вынести 200-го. То есть парни с того участка до нас донесли, и Мгм. мы понесли 200-го дальше, чтобы передать его на машину, чтобы переправить вот туда, на территорию Как завода. фамилия этого 200-го? Там не озвучивают. Понял. Он был замотан уже, все. Понял. За что погиб этот человек? За независимость За какую? Луганской войну? и Донецкой республики, получается. Ну, а по сути ни за что. Сколько Хабаровск до Киева по расстоянию? Ну, я думаю, наверное, тысяч около 10 Около 10 тысяч. по расстоянию. Какую нахрен независимость, вот вы конкретно, если бы вас убили, защищали хер знает где в 10 тысячах километров от своего дома, от места, где вы родились, в 56 лет? За родину? Ну, то есть за независимость для меня это синоним за родину. Ну, вот за родину. Вот, почему-то так. Ну, ну да. Собственно, помогал людям защитить их независимость. Получается так. Вам смешно от этого? Ну, мне не смешно от того, что у нас, понимаете, Мне интересны эмоции человека, который в 56 лет несет труп солдата, который погиб, ну, извините, не солдата, оккупанта, который погиб непонятно где и непонятно за что. Вот вы несете труп. Вы за руки несли или на носилках? Как? не, ну почему он привязан на жердях? Да. На жердях как это привязано? Ну как? 2 жердины. Ну, да, сложно, все, он там завернут, примотан. Вы примотали, Нет, не мы. ну, другие. Да. Они Труп просто примотали передали. между 2 жердей? Ну, да. А чем примотали? Ну, он в этом, в спальном мешке был. Спальный мешок, он А закрыт. носилок нету? Носилок не было. Откуда? Еще раз. 2 палки. Да. Вы веревками, кто-то веревками примотал в спальнике Да, труп, да. и вы его так несли? Да. Это нормально? Ну, носилок-то где там не госпиталь? Не, ничего я же вас спрашиваю. Чего вы по частям не разложили в пакетики? Какой, ну а как... Несете вы? Какие у вас мысли? Что на его месте мог бы быть и я. Да. Случайный обстрел, случайная мина. Угу. Невеселые, скажем так, мысли. Невеселые мысли. Хорошо. Донесли вы его, да? Ну, не донесли, собственно говоря, сели перекурить, получается. Потому что шли по зеленке,
перемещались только по зеленке, там Да. тяжело, там деревья, Понял. бросаются, там очень неудобно идти. Понял. И вот. Неожиданно мимо нас проезжает танк. 64-я, да, скорее всего, что. Ну, Я все равно не разбираюсь. Я Можете тоже. сказать любое число, я да, скажу. я, если честно, тоже особо не разбираюсь. Мы За ним- блогеры, ну мы уже скоро будем экспертами с Владимиром по любым вооружениям, по любой фигне. Ну, проезжает танк. Проезжает танк, ну, он как-то не останавливаясь, дальше проходит там. За ним следом БМП. Начинает обстреливать Вас. нас. Ага. Ну, возможно, заметил, получается, и начинает с брони, там, с пулемета обстреливать. Ага. Значит, мы 200-го оставляем и сами бежим прятаться. Своих не За бросаем, зеленку. даже 200-х. Бежите в зеленку. Понятно. Дальше что происходит? Ну, значит, там между собой, ну, старший наш прибежал, получается, отделенный. Говорит, Трое. пока вас. осмотрелись, да, говорит, украинский прорыв. Ну, броня прорвалась. Что там? А в руках только автоматы, ну, стрелковое оружие. Мгм. Против брони там Ну, бесполезно общаться. Да. Да, наверное. Даже смысла нет. Ну, я понимаю, что с Он- пистолета... Да. Будем отходить, короче говоря, через поле до следующей зеленки. Мгм. В общем, ну, побежали перебежками, перебирались через поле. Своего не бросили, того 200-го. Оставили, почему? Ну, не, я просто уточнить, может, все-таки сработала Просто какая-то... такая, там- вы понимаете, возникла паника, неразбериха, что я понял, что бросили. Нам просто рассказывали, у вас там, где вы находитесь, сидит пленный, которого ваши не захотели менять на наших погибших солдат. То есть наши командиры выходят по рации на ваших оккупантов и говорят, у нас есть пленный, давайте поменяемся по-быстрому. А эти говорят, не, убейте его, он нам не интересен. Наши выходят, спуститесь, когда вернетесь в камеру, поговорите. Ему говорят, давайте мы вам отдадим вашего живого и заберем своих погибших защитников. Ну, второй раз отвечают, убейте его, мы ничего, нам он не нужен. Ну, вы, по сути, только что точно так же подтвердили, что вы своего бросили и убежали. То есть, все оно подтверждается в разных историях с разной стороны. Побежали вы втроем, да? не, значит, трое было. Или вы бросили всю позицию и всей группой 10 человек побежали? Не, ну там не 10 человек. Получается, ЛНРовцы там оставались на позиции. Вы их оставили Как оставили, да, потому что... против танков? Нет, Двоих? Получается, ну, часть, получается, как, вот лагерь, где мы находились, Да. оттуда выбежали 2 человек, Да. а нас здесь было человек 5. Да. Раз, два, три. 5 пусть. 5, да, 5. Ну, со старшим. Вот. Ну, человек 7 у нас было. 7 человек. Ну, логично. 7 человек и 2 ЛНРовца вы оставили. Да. Ну, они там остались. А у вас офицер был? Не был. А где был самый старший? Кто был самый старший на позиции? Ну, самый старшей группы был, получается. У него позывной был классик, скажем так. Ну, он молодой по возрасту достаточно. Но он Ну, где-то еще успел повоевать. и он принял решение, отходим. Да, он принял. Да. Потому Что он с сказал? автоматами делать нечего. ЛНРовцам сказал, оставайтесь, да? Нет, почему? Что он говорил, честно врать. Понял. Побежали вы всемиром Да. Ну, по полю. ЛНРовцы там остались. Понял. Либо они погибли, либо это... Мясо ну, не нужно. Да. Все, То есть они согласен. оттуда не убегали. Да, бежите общем, вы по полю. До зеленки добежали, Мгм. опять начали осматриваться, что и как это. Может, даже предысторию скажу. Вот когда нас размещали на позиции, сказали наблюдать там, самое смешное, что у нас не было. Была у старшего одна рация, то есть для переговоров. Средств наблюдения у нас даже бинокля не было. Мгм. Ну, вторая армия мира, мы знаем про это. Да. То есть наблюдать, что там за машина идет, что за человек появился, что это. Мы практически вот то, что видишь на удалении, и все. А кто он? что из себя Тепловизоры у вас представляет? То есть там были. не тепловизоров. Один был прицел ночного видения.
Понял, все. Всё. Да, ну, То есть оснащения вообще никакого. Лучше, Командиров с хорошо. нами не было. То есть, по сути, только вот старший друг был. понял, хорошо. То есть не знали ни отходных позиций, куда отходить, если что случится, край. И Я- как вообще действовать. Я уже понял, в что дальнейшем. вас подготовили очень хорошо, снарядили лучшим и отправили на убой. Ну, по сути, да. Вот, как Да, вы говорили про мясо. Вот этим Давайте мясом. ближе. Перебежали вы во вторую зеленку. Да. Там что вы принимаете, какое решение, командир ваш? Ну, думали до темноты отсидеться Угу. и попытаться выходить туда к своим. Угу. Вот. Потом в течение времени, значит, еще человек, раз, два, три, четыре, тоже человек 5 ЛНРовцев с деревни прибежали, с Белогоровки. Угу. Вот. Такая группа. Ну, порешали между собой, так что будем ждать темноты и будем выходить. Ага. Ну еще знали, что там машина продукты привезла до этого, то есть там выкинули, там, ну, скинули там тушенку, и печенье, галеты. Вот. Ну, дождались темноты, спустились, перекусили там, скоряк, пока никто нет, ну, затишье такое было. В общем, старшие группы ЛНРовцев, они как более-менее там, ну, знали местные понятно, условия, да. да. И наш старший сказали: вы, значит, здесь пока поховайтесь, посидите, мы сейчас пойдем осмотримся. Вот. И придем, расскажем, как, что это. Будет возможность выбраться, не будет, или будем что-то дальше думать. Короче говоря, они ушли, буквально где-то минут через 20. Ну, стрельба была, такая перестрелка короткая. Угу. Еще сидели где-то час, может больше. Сидели, ждали, тишина. То есть никто не вернулся, никто не пришел. Ну и приняли решение, значит, подняться на эту, там получается, как отвал меловой, рядом с деревней. Вот. Приняли решение туда подняться, если что там. Всей толпой там 5 человек Да, пошли. да. Туда поднялись, там переночевали. В общем, это вот сутки прошли, на следующие сутки мы также переместились там. Короче говоря, ну, находились постоянно вот на этом отвале. Осматривались, где стреляет, и очень совершенно было непонятно, кто куда стреляет. Потому что были и минометные выстрелы. Рации уже не было, потому что Рации уже снялось, не было, да, старший ушел. То есть, Мгм. тем более, связи вообще никакой не осталось. Понял. То есть полное неведение. Были обстрелы со стороны, то есть не по нам конкретно, а вот через нас перелеты были. Там территория завода и территория, Да. две дороги. Давайте ближе к тому, как вы уже попали в плен. Или это вот уже сейчас и будет? Да, ну, собственно говоря, это мы еще сутки перебились, потом ночью пошел дождь, причем такой сильный. Да, намокли. Намокли, да, приняли решение спуститься с этого отвала. Здесь у подножья были старые окопы, Угу. которые там, ну, в которых можно было пересидеть, отжаться. Понятно. Трали-вали. Получается, что мы туда спустились и там позасыпали. Заснули Да, пятером. Ну, Да. на сонных, собственно говоря, и подняли. Понятно. И что? Подняли. Пришли нацисты. Ну, там, собственно говоря, один, ну, по всей видимости, офицер, потому что он на машине перемещался. Один человек взял в плен 5? Не 5. А сколько у вас? У нас было 2 с ЛНР оставалось. Ну, как-то. Да. Не, некоторые уходили из группы, получается, самостоятельно попытались уйти. Понял, да. Сколько Да. у вас там У было? нас осталось 4. 4. Да, 2. Спите вы и что, вот как у вас утром? Ну, точнее, вот, да, последний день я же спросил. Что вы слышите? На немецком языке? Нет, не на немецком, почему? На английском Ну, языке? он почему? На русском? Ну, и что он говорит? Ну, он говорит: давайте выходите отсюда. Выходите. Ага. Ну, я не знаю, кто там, получается. Выходите вы вчетвером? Спалился, я, собственно говоря, не слышал даже, как он. Вышли, стоит Один. один, да. Ну, он при оружии, да. Ну, хотя и мы тоже с оружием были. И вот это же я хотел спросить. Сопротивления уже не оказываем, да, потому что И что он говорит? у нас проверил на предмет наличия. Ну, автоматы остались там в окопе. Угу. Все, сопротивляться смысла.
Он при оружии, при пистолете. Как он вас При автомате. там скотчем, не скотчем? А, собственно говоря, нет. Не вязал. Чё. Пошли, говорит, все. Навоевались. И куда вы пошли с ним? Там до того места, где у него машина стояла. Какая машина? Л-200. Вы типа залезли, Я говорю, все, давай, забирайтесь в кузов. Всё. вы Да. вчетвером залезли, и Да. он вас один повез. Да. Вы же могли спрыгнуть, там убежать. Ну, а смысл? Расстрелял и положил. Ну как это как смысл? А защищать республики? Вы же пришли. А как защищать уже? Все, уже навоевались. Навоевали. А кто, Ну, это, так и сказал. кто это был? Какие у него шевроны были? Ну, какой-то батальон, полк там. Получается, там же были выставлены посты. Ага. Он по рации с ними переговаривался и, собственно говоря, подъезжал к ним тоже, разговаривал, общался. Ну, когда он ехал? Да. Не, ну понятно. Ну, красавчик. Вот этот один, который просто вот так вот. Найди нас. У нас Спокойно. вообще просто... Спокойно. Кто- Профессионально. Четко. Спецназ какой-то был? Или обычный солдат? Я не знаю. Дал нам перекусить, в принципе говоря. Да. Ну, накормил еще? Не, ну, то есть там вот, где мы проходили мимо того места, где нам продукты оставляли. Да. Говорит, тормознулись, он говорит, перекусите, потому что вам в дальнейшем там долгое время ничего не светит, поэтому, да. То есть с нами Вы поели? по-человечески, да, обошелся, да. Совершенно. Так а нацисты где? Сколько вы видели нацистов? Ну, собственно говоря, я их не видел таковых. С А- нами и потом нормально обращались. Кормили, да, ну, давали, выводили, по крайней мере, по нужде. Там, Ну, всё. понятное дело. Да. Ну, что вам пропаганда рассказывала? Что здесь притесняют русский язык? Да, рассказывай. Что, не дай бог, на русском заговоришь, сразу нарвешься на нехорошее что-то. За вот эту неделю, которую вы здесь, сколько раз с вами говорили на русском языке? Да практически постоянно. За редким исключением, некоторые парни там, где, там в том месте, где мы находились, да, Ну, на украинском, да? да, на украинском. Ну, в принципе, с переходящим на русский. У нас проблема, мы просто можем спокойно говорить и на одном, и на втором языке. Да. А у вас проблема, вы знаете только один. И то очень плохо, как показывает практика. Как показывают комментаторы. Комментаторы и те, кто разговаривают. Собственно говоря, пословица есть такая: не фартануло, не повезло, пацан к победе шел. Или как там? Не пословица. Это сидели, стояли за Не надо решеткой. эту историю рассказывать, понятно. Да, это я про вас. Все знают. Приехали заработать денег, но получилось, что один наш боец, красавчик, четверых вас взял без какого-либо напряга. И вы оказались здесь. Для чего мы это делаем? Собственно, мы у него спросили, я спросил вообще, каков наш шанс был отсюда выйти. Он говорит, да, ребята, бесполезно. Здесь уже везде посты стоят. Уже настолько плотно, что в любом случае на кого-нибудь вышли. Понял. Я про другое. Зачем мы, блогеры, с вами разговариваем? Для чего нам это? Ну, я думаю, чтобы составить вообще общее представление о том, что мы из себя, скажем так, представляем. Мы это уже составили на первые сотни интервью. Мы знаем, что вы рабы, которым влили в уши то, что нужно было влить, сделали из вас биомассу, и вас сюда шлют на убой. Нацисты. Да, ну, в чистом виде. То есть нам уже составлять ваш психологический портрет уже не нужно. Вы нацисты. Да, вы нацисты, это уже доказано 400 Они пришли в другую интервью. страну, потому что им сказали, что так надо. Э, Так, точно так же, как нацисты. Владимир, операторство. Не, я просто увидел, что у человека взгляд поменялся. Знаешь, что-то где-то сломалось на слове нацист. Нет. Может показать пару аналогий? Так что. Собственно говоря, я когда ехал, я себя не считал оккупантом, а получилось, что с точностью да наоборот. Сломалось, да? Вы как фашисты в 40-х годах, когда оккупировали Европу. И деды наши воевали с фашистами. Когда началась, И мой дед также. когда началась Вторая мировая война? 1 сентября 1939 года. Ну, вот видишь. Знаешь, Да. что? Неожиданно, потому что
Звоним вашей супруге. Ну, она сейчас навалит, что вас освобождает. Конечно. Сейчас опять историю услышишь. Я, кстати, вчерашнюю сложил, я не смог ее переслушать. Какое? Ну, то есть я не переслушал, а просто свел начало и конец. И все, я не... Психика. Там надо в серединке, я перезванивал, подрезать номера еще. Или пофиг. Уже в ютубчике. Я не понимаю ее, она знает, что я буду звонить. Она читала сообщение, я даже ей звонил, она брала трубку. Не, она может бегать. Что она? Ну, где-нибудь бегает, может, за внуками. Ну, кстати, У нас же разница во времени еще 7 часов. 7 часов? Да. Сейчас, по идее, 11 часов у вас. То есть она 4 плюс 7, 11. 7 часов, это 10 тысяч километров приехать, заработать деньги. А что, у вас нельзя больше никак заработать? Нет, слушай, тут если только деньги. А также ж они же реально свято верят в то, что им по телевизору сказали. Да, Геббельс, знаете, был такой парень, Геббельс? конечно. Вот ему Министр тоже верили. пропаганды. Ему же тоже верили все. Ну, в нацистской Германии все верили, что они идут, делают правое дело. В другие страны вторгаются. И вы точно так само. А в чем отличие? Получается, ни в чем. Ну, они тоже рассказывают, что их поляки провоцировали, поэтому надо было вторгнуться. Сколько можно терпеть это? Там тоже была такая вот риторика, если вы не в курсе. Может, написать просто. Тут давайте напишем. А что написать? Напишите. Ау, возьмите трубку. Да, нет. Я ей писал, ваш муж... Голосовое пусть. Вы написали, что ли? Смотрите. Да. Я с ней поздоровался, добрый день написал. Сбросил вашу фотографию, написал, ваш муж в плену, мы берем интервью, разговаривать с ним будете. Все принято, да, все дошло, ага. Дошло и прочитано. Дмитрий, я предлагаю, это уже не интервью, да, когда мы сидим просто в телефоне. Она может быть Там у меня этот вопрос созрел еще следующий. Есть коллега ваш пленный, который третий день не может поговорить со своей женой по причине того, что жена все время занята. Ну это ж бред какой-то. Она может в шоке просто и не знает, что прочитала. Слушайте, у нас тоже есть жены, мамы. Наши в любое время дня и ночи, если ей скажут, что ты можешь поговорить со своим, который там у вас в плену, она сорвется и будет говорить. Поэтому еще раз, я вас уже один раз спрашивал, еще раз спрашиваю, а вы вообще люди? Конечно. Или вы другой вид какой-то? Какой? Такие же 4 ноги, 4 руки. Вы говорите, Ой, в 2 шоке, руки, в 2 шоке. ноги. Она не знает, где ее муж. Она не знает, где ее муж. А расскажите, кстати, Она с 26 сентября не знает. Не знаю. Августа да, не а знает. как это у вас работает? Почему у вас забрали телефоны? Сказали сдать. Потому что, сказали сдать, потому что якобы, если вы попытаетесь позвонить с территории там, Украины, Это вы где Вас- сдали? в Новочеркасске, Угу. ну, там же на полигоне, Да. где бегали, там типа штаба было, все в пакеты упаковали, документы, паспорта там, военный билет у кого там. У вас вообще ничего с собой не Вообще было? с собой ничего не было. Ни удостоверения, ничего. И это в тот день был последний день, когда вы разговаривали с супругой? Нет, я с последний день разговаривал с ней в Хабаровске еще 26 августа. Ну, в принципе, она приехала, там покушать привезла. Все, крайний день, она когда знает, я... что муж уехал на войну. Ну, Так? да, знаю. Давайте постепенно. Теперь скидывают ей ваши фото. Вот вы сидите в какой-то больничной штуке и пишут, что вы в плену. Теперь мы ей звоним, она не берет трубку. Как это объяснить? Я думаю, что она в шоке и бегает, она там... Бегает, но трубку не берет. Тем более сейчас у вас, вы говорите, 23 числа, 15 минут. Она, по идее, уже дома должна быть. Ну, конечно. Кем она работает? Она на пенсии. А что у вас на вас вот этот халат? Вам предоставляли Нам помощь? дали возможность постираться. Постираться просто. Понял. Дим, Все, ну, так что, это та же категория, передайте когда... что-то другим. Россиянам передайте что-нибудь, которые сюда, вот как вы собрались пойти. Уважаемые защитить. россияне, не делайте на моем примере Дай мой второй больших телефон. глупостей. Думайте своей головой и решайте. Если нет головы, она вам, к сожалению, не поможет.
Вот это все, что я хотел сказать. Как-то... В стиле Виталика. Подожди, не выключай. Мы сейчас попробуем позвонить просто на мобильный. Может, у второй у сверхдержавы, может, интернет поломался дома? Может быть. Но И я сейчас пишу. М? тогда бы вызов, наверное. Нет, он бы шел. А простое сообщение, да? Нет, на обычный мобильный мы звоним. Ну, она, может, боится? А чего? Не знаю. Боится чего? Не знаю, что коварная ВСУ и там, СБУ. И, А, я понял. Заразим ее биологическим оружием через телефон, наверное, да? ну, Да? черт его знает. Ну, получается, так работает это. Короче, Или обычный как-то мобильный она тоже не берет. Что, ну, более чем пристранно. Ну, сейчас тогда уже закончатся гудки, и на этом будет финиш. Ну, это бред какой-то. У вас жены... Есть мамы, которые говорят, я с сыном не буду разговаривать. Нет, почему? Не, я утверждаю А это. вы понимаете, что у вас в стране все боятся? Вы Почему? знаете, чего она боится? Вы же знаете. ФСБ? Ну. Так это хорошо так жить при палочной системе? Ну, это снова еще один признак нацизма. Пропаганда и тоталитаризм такой себе. Где людям ничего нельзя. Где люди всего боятся. Не, ну, вроде как мы высказываться можем свободно совершенно. Да, что вы говорите? Ну, может, мы так считаем, Да. по сути. Ну, то Ну, есть- выйдите Не, в ну- центр города и скажите, что воевать с Украиной нельзя. Посмотрим, что с вами будет. Ровно через 5 минут. Ну, росгвардейцы минимум налетят. И... Ну, так что же вы мне тогда рассказываете? Что вы можете говорить? Что же вы Абонент не отвечает. Не нужны вы своей жене. На этом предлагаю заканчивать интервью. Мы сделали все, что могли. Отправьте ей голосовое сообщение. В нацистской стране нельзя говорить. Можно о том, говорить? что Да, можете говорить. воевать нельзя. Вика, я нахожусь в плену. Тебе нужно либо в комитет солдатских матерей и жен обратиться, либо в военкомат наш по месту жительства железнодорожный сообщить, поставить их в известность, чтобы они сообщили в часть, что я нахожусь в плену, что я жив и здоров. Со мной все хорошо. Спасибо, что вы отказались разговаривать со своим мужем. Это журналист. Экономили время. Там, кстати, на телефоне вот герб Украины. Вам руку не обожгло? Нет? Все в порядке? Мы же раньше, смотрите, Нет, про раньше не надо. Ну, мы Я- это Мы, раньше, я ну, про вот советское это время мы же видел. братья, не надо рассказывать Да. эту историю. Потому что братья к другим не приходят их убивать. А вы пришли сюда убивать. Понимаете? Под видом защищать. Все. Снимаю, сейчас сниму.